Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь, и я представляю вашему вниманию обзор тестовой сборки новой модели компании «Звезда» в масштабе 1 к 35. Это реактивная система залпового огня «Град». В этот раз сроки были очень небольшими, а модель достаточно сложная, поэтому ролик получился совсем небольшим и в основном рассказывает об основных этапах работы с моделью. Хорошо видно, что большая часть ходовой модели собирается из деталей прежнего набора грузовика «Урал». Тем не менее, в этом наборе присутствуют новые детали, как по самой раме, так и у двигателя. Например, вот эта выхлопная труба, которая у данной модели расположена спереди, а не сзади. В процессе сборки модели я наживил выхлопную трубу при помощи пластилина, затем снял и отдельно окрасил. Я сделал это для того, чтобы выровнять те трубы, которые присоединяются к этой детали. Дело в том, что я не знал, можно ли будет установить эти трубы впоследствии по завершению сборки модели. Как оказалось, это легко сделать. Поэтому вы можете не собирать эти детали вплоть до окончательного завершения работы с моделью, отдельно окрасить и отдельно установить. Хорошо видно, что детализация двигателя несколько изменена, при этом общий уровень детализации сохранился очень высоким. Площадка, на которой расположена сама установка, фиксируется на модели практически без клея, при помощи специальных креплений. Большую часть мелких деталей можно собрать в стороне от модели, а затем установить на нее. Клеются детали с невидимой стороны. Сама установка «Град» собирается также очень несложно. Пусковые собираются по рядам, каждый ряд собирается из двух половинок. В наборе отлично продумано расположение питателей от литников к деталям. Во многих случаях они расположены там, где не мешаются сборке и где их не будет видно. При этом верхняя деталь коробчатого кожуха, в котором смонтирован пакет трубчатых направляющей пусковой установки, необходимо зачистить и плотно приклеить к боковым деталям, для того, чтобы минимизировать шов и упростить последующую доводку стыка. Для подготовки модели к окраске она была разделена на несколько больших подсборок. Это основная подсборка с ходовой, деталями двигателя, часть кузова, пусковая установка и несколько мелких элементов. Окрашиваться модель будет целиком, с окрашиванием отдельных деталей, по месту и зачастую с применением кисти. Конечная цель окраски модели – получение выставочного варианта установки «Град». Поэтому для упрощения окраски на первом шаге я ее полностью окрашу в черный матовый цвет. Переходим ко второму этапу окраски. На этом шаге наносим на модель защитный зеленый цвет. Этот оттенок будет наноситься в несколько слоев. Базовый цвет и высветление. В качестве основного цвета используется краска Mr. Color номер 303. Обратите внимание, что на этом шаге я еще не устанавливал на модели остекление. Это было сделано для упрощения окраски прозрачных деталей.
Для того, чтобы лишняя краска не попала внутрь кабины, заполняем кабину салфетками. На этом этапе очень важно сделать так, чтобы краска не попадала на те детали, которые должны остаться черными. Поэтому очень важен угол наклона аэрографа по отношению к поверхностям модели. При рисовании выставочного варианта окраски старайтесь, чтобы градиенты и переходы между разными оттенками одного и того же цвета не были слишком заметными. Выставочная техника всегда чистая, специально подкрашенная, на ней практически отсутствуют вмятины, поэтому выделяем цветом только те элементы, которые могут и должны отличаться по оттенку от других. Это выпуклые элементы или наоборот вогнутые, а также элементы, расположенные выше, ниже других. Обратите внимание, что при нанесении более светлых оттенков на этой модели я практически не пользовался жесткими масками и экранами. Это было сделано для того, чтобы минимизировать градиенты и переходы между оттенками цвета. Переходим к окрашиванию стекол. Для имитации резиновых уплотнителей и рамок окон на стекла были нанесены маски для окрашивания стекол снаружи. Маски необходимо нанести также и изнутри, для того чтобы при окрашивании краска не попала на внутреннюю поверхность деталей. Еще раз обращаю ваше внимание, что некоторые детали, например вот эта выхлопная труба, окрашиваются отдельно. Для окрашивания выхлопной трубы использовался оттенок хром фирмы Pacific 88, нанесенный на черную матовую базу. После установки на модель всех мелких деталей и подкрашивания при помощи кисти мелких элементов получится вот такой вот результат. И на этом сборка установки Grad будет завершена. Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете оставлять комментарии как здесь, так и на моих страничках в социальных сетях. Для помощи развитию моему каналу используйте ссылки, приведенные в описании ролика. Большое спасибо за внимание, удачных вам моделей и до новых встреч!